Приветствую! В прямом эфире «Большой космос» — это программа о самых интересных людях и событиях отечественной космонавтики. Поехали! Лидером импортозамещения назвали Роскосмос в правительстве. Участники национального саммита «Промышленная политика в новых реалиях» обсудили первоочередные шаги по развитию и усилению кооперации между государством и бизнесом, а также ускорение импортозамещения высоких технологий в системообразующих областях. Самое интересное из выступления генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина прямо сейчас. Ускоренное импортозамещение высоких технологий обсудили на саммите «Промышленная политика в новых реалиях» в Москве. Главная проблематика встречи – напряжение геополитической обстановки и необходимость выстраивать совершенно новые технологические цепочки в национальных интересах России. На открытии саммита выступил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он рассказал о достижениях отрасли в импортозамещении космической микроэлектроники, продукции для топливно-энергетического комплекса, авиационного двигателестроения, а также и о перспективах, в первую очередь о проекте «Сфера», который предполагает существенное увеличение российской орбитальной группировки. Главная зависимость, которая существует сегодня в ракетно-космической отрасли, это, конечно, радиоэлектроника. Мы переворачиваем пирамиду, и мы делаем так, чтобы у нас холдинг космического приборостроения, по сути дела, стал организатором всей промышленности в части как раз, собственно говоря, спутникостроения. Самая главная тема, как мы понимаем, это развертывание масштабной орбитальной группировки. Сейчас у нас там 161 космический аппарат, включая аппараты Министерства обороны. Это мало, должны быть тысячи. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов во время своей вступительной речи напомнил собравшимся о том, что Россия не в первый раз сталкивается с подобными вызовами и призвал участников снижать зависимость от импорта, а в качестве примера эффективных решений привел действия руководства Роскосмоса. Роскосмос оказался в лучшей ситуации, чем другие отрасли. Мы не испытываем такого дефицита, как в других отраслях. Вот как живой пример, значит, как правильно и своевременно нужно было потратить те или иные усилия, чтобы уйти от этой зависимости. В саммите приняли участие представители профильных министерств и ведомств, топ-менеджмент российских корпораций Ростех, Росатом, Газпром, а также представители региональных органов исполнительной власти и участники профильных ассоциаций. Роскосмос планирует развернуть масштабную орбитальную группировку для наблюдения за специальной военной операцией на территории Украины. Это крайне важно для армии именно сегодня, отметил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Также спутники можно будет использовать и для гражданских задач. Разговаривать с Россией повежливее, посоветовал потенциальным агрессорам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Глава госкорпорации разместил в телеграм-канале фото воронки от попадания одного из учебных блоков тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». При этом Рогозин напомнил, что таких «Сарматов» у нас скоро станет на боевое дежурство почти полсотни. В свою очередь, Владимир Дегтярь, это генконструктор ГРЦ имени Макеева, входящего в Роскосмос, заявил, что подобного «Сармата» в Соединенных Штатах, цитирую, далеко нет. Они сориентированы в основном на твердотопливную тематику, а у нас лучшие двигатели на жидком топливе. До сих пор они не могут быть освоены в производстве в Соединенных Штатах. Ракета «Сармат», изготовленная из комплектующих исключительно российского производства, будет стоять на вооружении еще полувека, до 2070-х годов. Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев подчеркнул, что «Сармат» способен доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира, причем как через Северный, так и через Южный полюс. У госкорпорации «Роскосмос» есть производственные интересы на освобожденных территориях Украины, заявил Дмитрий Рогозин. По его словам, это то, что всегда было у Советского Союза как великой космической державы. Прежде всего, предприятия в Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях. Мы считаем, подчеркнул глава госкорпорации, что на таких предприятиях Роскосмос вполне может наладить нормальную жизнь, восстановить производство и дать рабочие места. Одно из наиболее известных космических предприятий на территории Украины – это Днепропетровское конструкторское бюро «Южное» имени Янгеля.
В советские времена здесь разрабатывали баллистические ракеты средней и межконтинентальной дальности, космические ракеты-носители, космические аппараты и ракетные двигатели. Предприятие назвали в честь Михаила Кузьмича Янгеля, который в 1954 году стал его первым главным конструктором. В 1971 КБ возглавил Владимир Федорович Уткин. На протяжении десятилетий КБ «Южная» разрабатывала ракетно-космическую технику в эффективной кооперации с предприятиями РСФСР. А в постсоветский период это плодотворное взаимодействие продолжалось уже с Россией. Однако после событий 2014 года сотрудничество прекратилось. Идею Дмитрия Рогозина о переименовании ряда Курильских островов поддержал космонавт Роскосмоса Сергей Корсаков. Сейчас он, кстати, работает на орбите в составе экипажа МКС-67. Корсаков разместил в своем телеграм-канале фотографии Южно-Курильской гряды и предложил Кунашир, например, назвать варягом, а Шикотан — корейцем, в честь легендарных крейсера и канонерской лодки. Группу островов Хабамаи, по мнению Сергея Корсакова, необходимо переименовать в архипелаг русских героев, моряков, тихоокеанцев. Совет по космосу Российской академии наук и научно-технический совет Роскосмоса рассмотрели итоги первого этапа эскизного проекта создания российской орбитальной служебной станции «РОС». Как сообщил Дмитрий Рогозин, станция будет способна принимать долговременные пилотируемые экспедиции, но в целом она будет работать в автоматическом режиме. Но это не гостиница для космонавтов и туристов, а робототехническая многофункциональная платформа высокодетального наблюдения за Землей и околоземным пространством, управление которой в случае необходимости будет переходить к экипажу. Третий квартал следующего, 2023 года, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал сроки завершения работ по эскизному проектированию перспективного корабля «Орленок», облегченной версии корабля «Орел». В интервью каналу «Россия-24» глава госкорпорации отметил, что работы по определению технического облика пилотируемой и грузовой версии «Орленка» ведет РКК «Энергия». Руководители космических ведомств стран БРИКС обсудили реализацию соглашения о сотрудничестве в области орбитальной группировки спутников ДЗЗ. С докладом выступил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Глава госкорпорации особо отметил запуски модулей «Наука» и «Причал» и безаварийную серию из 84 стартов российских космических ракет-носителей. Дмитрий Рогозин также рассказал об отечественных аппаратах ДЗЗ, в частности о спутнике «Арктика-М» для мониторинга климата в арктическом регионе и предстоящих в ближайшие 2 года запусках радиолокационных аппаратов наблюдения Земли. Главы космических агентств БРИКС утвердили рабочий план на 2022 по сотрудничеству в области орбитальной группировки спутников ДЗЗ. Россия готова помогать восходящим космическим державам в пилотируемой космонавтике, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Глава госкорпорации отметил, представители Европейского космического агентства пытаются обрабатывать наших традиционных партнеров, чтобы разрушить их связи с Роскосмосом. Дмитрий Рогозин отметил, у Брюсселя и Парижа нет подходящих средств выведения для доставки модулей в околоземное пространство, не говоря уже о пилотируемых кораблях. Поэтому тезис Евросоюза о возможности замены России в помощи, например, Индии в запуске пилотируемой программы выглядит смешным, подчеркнул генеральный директор Роскосмоса. Абсолютно все кибератаки на информационные ресурсы госкорпорации Роскосмос, предпринятые в последнее время, отражены. Профессионалы, обеспечивающие цифровую безопасность в отрасли, в большом космосе прямо сейчас. Корпоративный центр мониторинга был создан 2 года назад на базе научно-технического центра «Заря» головной организации ракетно-космической отрасли по информационной безопасности. Основные задачи корпоративного центра — это контроль защищенности информационных систем Роскосмоса, мониторинг кибератак и реагирование, и затем уже проведение расследований. За прошедший год специалисты центра зафиксировали 143 тысячи атак на корпоративные информационные системы, 53 из них были целенаправленными. Целенаправленные компьютерные атаки — это уже действия злоумышленников, которые имеют четкие задачи перед собой, имеют ресурсы на реализацию поставленных задач. И, соответственно, с ними работать становится тяжелее, потому что злоумышленник более подготовленный,
и замотивирован на достижение конкретного результата, будь то кража конфиденциальной информации госкорпорации Роскосмос или же уничтожение ее инфраструктуры. За последние 3 месяца атак было уже 80 тысяч, это более 50% от их общего количества за прошедший год. В связи с этим Центр мониторинга был переведен на круглосуточный режим работы. Техническое оснащение корпоративного центра мониторинга постоянно совершенствуется, вводятся дополнительные и новые методы и механизмы, технические средства, а также постоянно увеличивается штат сотрудников корпоративного центра мониторинга, который позволяет полноценно обеспечивать защищенность информационных ресурсов госкорпорации Роскосмос. Корпоративный центр мониторинга передает сведения организациям отрасли по новым видам атак, чтобы уберечь их от вредоносных воздействий. Сотрудники отмечают, что приходится постоянно работать с новыми видами киберопасности и каждый день учатся противостоять им максимально эффективно. Планы на будущее у нас это, естественно, расширяться, повышать квалификацию, так как законодатели моды в данном случае по кибератакам это все-таки атакующие, они находят новые способы атаковать. Нам остается за ними не отставать и как минимум находиться наравне с ними или научиться быть на шаг впереди. На Байконуре завершается предстартовая подготовка грузового корабля «Прогресс МС-20» к полету на МКС по программе 81-й миссии снабжения. Специалисты РКК «Энергии» и профильных предприятий Роскосмоса выполнили комплекс технологических операций по стыковке корабля с переходным отсеком блока 3-й ступени ракеты-носителя, проведены авторские осмотры, накатка головного обтекателя корабля. Старт ракеты-носителя «Союз-2-1А» с кораблем «Прогресс МС-20» запланирован на 3 июня. Ракета получила название «Донбасс». За стартом, посвященным Донецкой и Луганской народным республикам, будут наблюдать школьники из этих регионов. Программа полета корабля предусматривает сверхбыструю двухвитковую схему автономного сближения. На МКС предстоит доставить около 2,5 тонн грузов, включая топливо до заправки, запасы питьевой воды и сжатых газов, а также различное оборудование и материалы для экипажа 67-й долговременной экспедиции. А это сооружение называют легкими космодрома. На Восточном, на территории космического ракетного комплекса «Амур» монтируют технологическое оборудование для системы производства сжатых газов. Оно необходимо для обеспечения очистки сжатого гелия и воздуха от примесей, контроля чистоты и сжатия газов. В специально оборудованном помещении устанавливаются 10 компрессоров, блоки осушки, а также монтируется опорное устройство для щитов пневмоуправления. С помощью данной системы гелием и воздухом будут заполняться баллоны хранения и выдачи сжатых газов. Из этих баллонов газы распределяются по всем системам стартового комплекса в процессе подготовки к пускам ракет-носителей семейства «Ангара». Монтаж баллонов высокого давления системы хранения и выдачи сжатых газов завершился в декабре минувшего года. Всего установлено 1584 баллона массой более 4 тонн и длиной свыше 6 метров каждый. Они предназначены для приема, хранения и выдачи воздуха, азота и гелия. Сердце радуется, когда видишь, как растет новый космодром России. Позитивными эмоциями в телеграм-канале поделился генеральный директор Роскосмоса, отметив, что сейчас на строительстве второй очереди Восточного задействовано 3200 рабочих, не считая сотен технических специалистов ЦИНКИ. Аэропортовый комплекс космодрома «Восточный» начали возводить совсем недавно. В ближайшем будущем тут построят современный грузопассажирский терминал. Наличие у нас многофункционального современного космодрома – это гарантия нашей полной независимости в области космической деятельности. Мы это прекрасно понимаем, поэтому и строим его ударными темпами, отметил Дмитрий Рогозин. Пермское предприятие «Протон-ПМ», входящее в Роскосмос, организует работу по производству деталей для двигателей самолетов Ту-214 и Ил-96 в кооперации с партнерами из авиационной отрасли. Онлайн-комментарий генерального директора «Протона» Ивана Краснова прямо сейчас в Большом космосе. В нашем предприятии уже устоявшаяся кооперация с нашим двигательно-холдингом авиационным, в состав которого входит авиадвигатель, собственно, разработчик авиационных двигателей, и Пермский моторный завод, изготовитель этих двигателей. Значит, для них мы выполняем ряд задач и заказов, в основном это сконцентрировано в литейном производстве.
порядка 350 номенклатурных позиций мы уже освоили, делаем для них. Это где-то порядка 70% загрузки нашего литейного цеха. Мехобработку, электролизионную обработку, наносим гальванические покрытия на детали, изготавливаемые для авиационных двигателей. В начале этого года мы получили от них задачу по увеличению объемов производства. Говорить о том, что она вырастет в разы уже сегодня, при этом предстоит задача существенно нарастить объемы производства, совершенно по-другому организовать процесс производства, вплоть до круглосуточного, то есть организация работы в 3 смены, 7 дней в неделю. О разработке новых моделей трамваев полностью из российских компонентов сообщил Усть-Катавский вагоностроительный завод. УКВЗ анонсировал 2 новинки. Одна предназначена для использования в российских городах, а вторая на космодроме Восточный. Пассажирский 3-секционный вариант будет запущен в серийное производство до конца уже этого года. В этот же период соберут первый беспилотный трамвай. Предполагается, что он также будет ездить на космодроме Восточный. В студии Роскосмос ТВ Владимир Владимирович Матвейчук, директор департамента кадровой и социальной политики госкорпорации Роскосмос. Говорим о том, как взаимодействует ракетно-космическая отрасль со школьниками, абитуриентами, студентами, молодыми учеными, в общем, со всеми теми, кто готов выкладываться на 100%, чтобы сделать настоящую космическую карьеру. И, собственно, как им в этом готов помогать и уже помогает Роскосмос. Владимир Владимирович, приветствую. Добрый день. Ну, собственно, мы в эфире. Вам слово. Что сегодня будет самым интересным в вашем выступлении? В декабре прошлого года был подписан приказ государственной корпорации «Роскосмос», который определил новые подходы к взаимодействию с высшими учебными заведениями. Ну и для того, чтобы нам это удачно реализовать, вот эти подходы, нам, конечно, необходимо было определить тот круг высших учебных заведений, которые нам наиболее интересны. На сегодняшний момент мы вообще начали опираться на такое понятие, как студент, обучающийся в рамках целевого плана подготовки, да, так называемые целевики. И вот такие целевые студенты учатся у нас в 52 вузах. По всей стране? По всей стране, да. И мы сформировали некое для себя понимание, как бы нам определить тот пул вузов, которые оказывают максимальное воздействие, влияние на ракетно-космическую отрасль. Чувствуется, в этом деле не обошлось без составления рейтинга, Владимир Владимирович. Абсолютно верно, конечно, это был рейтинг. В рейтинге было 14 критериев. Ну, если говорить о каких-то основных, то это доля студентов целевого обучения, организации ракетно-космической промышленности в данном вузе, доля выпускников вузов, трудоустроенных в нашей организации, то есть не просто кто учится, но и кто дошел до нас, кто решил реально посвятить свою жизнь. Значит, и доля научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ, которые вузом реализуются в взаимодействии с нашими предприятиями. И экспертная комиссия под председательством генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Олеговича Рогозина. На самом высоком уровне. На самом высоком уровне, с приглашением представителей из Министерства образования и науки, потому что, я думаю, для них это крайне интересная информация, с приглашением Института космических исследований Российской академии наук, представителя, значит, Лев Матвеевич Зеленый принимал участие в работе этой комиссии. Известнейший наш, конечно, исследователи, ученые, да. И генеральные директора ключевых наших предприятий, это Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, это институт имени Келдыша, это АГАТ, то есть вот все наши такие, значит, ключевые игроки вот на этом рынке, в этой работе. Они приняли участие в работе вот этой экспертной комиссии. Не обошлось без споров, потому что этот рейтинг первый. Первый. Ранее таких не было. Я даже более того скажу, на сегодняшний момент я бы даже отдельно обратил внимание на то, что это первый, как мне кажется, насколько я владею информацией, в России корпоративный, отраслевой, правильно сказать, отраслевой рейтинг. И мне кажется, что вот такой рейтинг должен быть крайне интересен
в том числе и самим вузам, и Министерству образования и науки. Потому что, собственно, он, как я уже говорил, и как следует из его названия, мы определили те высшие учебные заведения, которые на сегодняшний момент оказывают максимально большое влияние на ракетно-космическую отрасль в части как раз подготовки персонала и в части реализации НИРов и иных работ, проектов. 52 вуза, и, соответственно, мы выбрали сейчас топ-15 вузов, которые находятся в верхней части рейтинга. Ну и я понимаю, что мы уже плавно подходим к его оглашению, но оглашать не будем, потому что результаты рейтинга будут оглашены 30 мая на ВДНХ. Буквально через несколько дней. Буквально через несколько дней. Сохраним интригу. Но о мероприятии расскажите подробнее, Владимир. Обязательно. Значит, мы пригласили ректоров, руководителей вузов, вот этих топ-15. Мы пригласили представителей Министерства образования и науки, которые тоже будут, соответственно, с нами участвовать в этом мероприятии. Ну и, в общем-то, там будет вручен некий сертификат, который, собственно, и так и называется «Опорный вуз ракетно-космической отрасли». Назвали рейтинг «Созвездие Роскосмоса», тоже не просто так, ведь всем известно, что как вы лодку назовете, так она и поплывет. Это действительно звездные вузы, это действительно вузы не только московские, конечно же, это вузы, которые настоящие бриллианты в короне образования, в своей отрасли. Звезды вселенной Роскосмоса. Абсолютно верно, да. Владимир Владимирович, спасибо огромное, интереснейшие проекты. Конечно же, они будут успешные, ведь это надеюсь. Роскосмос. Роскосмос ТВ, спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Корпоративная академия Роскосмоса совместно с научно-образовательным центром мирового уровня «Инженерия будущего» провела в Самаре стратегическую сессию на тему формирования кадрового задела для новой промышленности. Говорили о формировании подхода к развитию кадрового потенциала ракетно-космической промышленности, моделировании системы непрерывного образования, куда пойти учиться, как привлекать сотрудников и обеспечивать систему непрерывной подготовки, как работать в новых условиях. Эти вопросы участники сессии обсудили в режиме заинтересованной профессиональной дискуссии. Комментарии Кирилла Парватова, генерального директора Корпоративной академии Роскосмоса. Значит, первое, понятно, нужно определиться для чего. Нужен этот кадровый задел для достижения каких целей. Второе, нужно понимать, какие люди нам для этого нужны. Третье, нам нужно понимать, где брать таких людей. Четвертое, если мы не можем таких людей где-то взять, то, собственно, как надо нам своих собственных людей сделать такими, какими бы они были бы нам нужны. День самоуправления в рамках марафона «Большая перемена» в Роскосмосе. Московский школьник на один день оказался в кресле исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации Александр Блашенко. Подробности у Влада Миронова. Представляли себя когда-нибудь в кресле топ-менеджера российской корпорации? Хотели бы принимать важные решения, подписывать решающие документы? Да, галочка, кофе, пожалуйста. И поскорее. В общем, для многих из нас на такой карьерный рост уйдут годы, а у российских школьников такая возможность есть уже сегодня. А все благодаря Дню дублера. По концепции акция похожа на дни самоуправления в школе. Помните такие, когда ученики старших классов вели уроки у младших? Садитесь. Только все изменилось. Сегодня школьники могут попробовать себя в роли руководителей в главных офисах ключевых российских компаний: Росатома, ВКонтакте, Сбера, РЖД и, конечно, Роскосмоса. Свое кресло на один день уступил исполнительный директор по перспективным программам и науке Александр Блашенко. Здесь у нас эксперимент идет по погружению в отраслевую специфику, ребят, которые находятся на стадии определения своего пути на выпуске из школы. Поэтому такая профориентационная история.
В роли руководителя перспективных программ Роскосмоса выступил старшеклассник из московской школы, 16-летний Платон Самолучшев, финалист конкурса «Большая перемена». Он принял участие сразу в 2 совещаниях по проекту многоспутниковой группировки «Сфера» и встрече по космическим экспериментам. И по моей личной оценке держался просто отлично. Платон, которому я выписал сегодня генеральную доверенность и, честно говоря, чуть не остался дома. На всякий случай приехал посмотреть, как вы тут будете без меня. К тебе теперь Платон Александрович обращаться или можно просто Платон? Просто Платон. Кого уволил сегодня? Никого пока. Рассказывай серьезно, чем вы сегодня занимались? Хоть я заранее готовился к данным мероприятиям, но очень многое для себя узнал, поэтому я могу сказать, что для меня в том числе это была и лекция. Всероссийский конкурс «Большая перемена» — самый массовый проект для детей и подростков в современной России, а Роскосмос — его постоянный партнер. Мы уже рассказывали вам об экскурсии ребят на космодром «Восточный», о наших знаменитых апрельских космических неделях, а также о фестивале «Большой перемены» в московском парке Горького. Кстати, в этом году он пройдет на ВДНХ, так что всех приглашаем к нам в павильон «Космонавтика и авиация» 1 июня. Вас ждет много сюрпризов. Наша главная задача — создать условия, чтобы мы были открыты детям, молодежи, тем, кто хочет прийти в Роскосмос, тем, кто хочет потом работать на наших предприятиях, кто хочет знать о нашей науке, о экспериментах, которые реализует Роскосмос, и о тех инженерных профессиях, которые есть у нас в отрасли. Мы на постоянной основе работаем с проектом «Большая перемена» уже не первый год и с платформой «Россия – страна возможностей». И для нас это большая честь, что мы сегодня проводим это мероприятие. Это не единичная наша практика, это не первый и не последний раз. Мы делаем это постоянно и принципиально нацелены на то, чтобы наша работа была интересна детям и молодежи. В общем, день самоуправления в Роскосмосе удался. И Платон вникнул в перспективные программы ракетно-космической техники, и я в кресле исполнительного директора посидел. Дайте поработать уже. Но все, как вы уже поняли, рано или поздно возвращается на круги своя. Время обзора международных новостей в большом космосе. Все самое интересное, как всегда, у Александра Баулина, главного редактора экспертного медиа «Про Космос». Саша, приветствую. Здравствуйте, Начинай. Николай. Starliner. У НАСА, а значит и у человечества, есть новый космический корабль. Starliner завершил свой полет. Это старт, полет, пристыковка к МКС, пока в беспилотном режиме, но есть нюансы. Во время полета на МКС отказало 2 двигателя, и еще у 2 были неисправности. После приземления, это корабль, который приземляется на сушу, в отличие от Драгона, который не умеет на сушу приземляться, специалисты ждали, пока вот гептил, которым тормозится он, в отличие там, от наших союзов, у которых твердотопливный выхлоп, они должны были ждать, пока рассеется... Сколько проблем. Это не проблема, но просто что будет, если аварийные ситуации, надо срочно вытаскивать астронавтов. В общем, НАСА все понимает и пока не объявила дату пилотируемого полета. Сказали, что до лета разберутся, сколько времени займет устранение неисправностей, и тогда решат. Взяли паузу. И эти люди корили нас за полет науки. Они еще об этом пожалеют, мне так кажется. Продолжай. Безусловно, замечательная миссия Mars Insight Lander подходит к концу. Это зонд, который никуда не ездил, он стоял на месте и измерял там, атмосферу и, главное, сейсмологию Марса. Это позволяет выяснить, как Марс устроен внутри, насколько он похож или отличается от Земли. Он же что-то должен там был пробурить. Должен был пробуриться на 2 метра, но, к сожалению, вот всего на 30 сантиметров закопался. А вот если бы наш «Экзомарс» запустили, мы еще посмотрим, кто кого перебурит. Да, вы чувствуете, да, вот как бы все хорошо, но просто есть боль от тех как планов. Ты в самом начале сказал, есть нюансы. И еще что-то сегодня, конечно же, есть у тебя? Это давайте о хорошем. Значит, давай попробуем. Да. НАСА выкатила на обсуждение, как он пишет, с заинтересованными американскими сторонами. Да, то есть это различные институты и государственные предприятия. Хотя можно зайти на сайт, но, видимо, либо не учтут голос, либо как-нибудь там потом отсеют. Можно сказать вообще, вот, чтобы хорошо исследовать на Марсе. Общая идея такая, что Луна, лунная программа Артемис, это
подготовка к полету на Марс. Две основные схемы полета на Марс. Точно летят 4 космонавта, 2 остаются на орбите, 2 садятся на Марс. И на Марсе они могут быть либо 30 дней, либо 496 дней. Полтора года. Разница такая. Слушайте, но еще хуже тем, кто остался на орбите. Вы прикиньте, прилететь на Марс, болтаться 1,5 года на орбите и не ступить на Землю. Ну, в общем, пока ни финансирования, ни точных, значит, ни точного времени нет, но так аккуратно описывается, что это вот в ближайшие 20 лет случится. То есть надеюсь, что вот к 2040 году у нас есть шансы стать свидетелями либо триумфа, либо отсутствия такового. Надеюсь дожить. Саш, спасибо. В Кремлевском дворце, между тем, удачно представили оригинальную коллекцию одежды с космической символикой. Слово Юлии Дерябиной. В рамках гала-концерта фестиваля «Новые лица. Прежние идеалы» в Государственном Кремлевском дворце состоялся показ одежды, созданный совместно госкорпорацией «Роскосмос» и российским брендом ДНК. На протяжении многих десятилетий наша страна является лидером в области освоения космоса. Важно приумножать наши космические победы и достижения и рассказывать о них молодежи. Именно поэтому много надежд возлагается на молодых дизайнеров, открытых к созданию вдохновляющих образов космонавтов настоящего и будущего. Мы давно дружим с брендом ДНК и работали с их коллаборациями с другими компаниями, но здесь, конечно, космос. Опыт для нас очень интересный, и сама коллекция, она очень яркая, и она про нас. Это что-то наше, что-то из детства, что-то родное, но осовремененно. И в этом можно жить, и в этом можно быть уже сегодня, сейчас. Это здорово. Мне очень комфортно, одежда очень мягкая и удобная. Я думаю, если ее покупать, то можно носить каждый день. Человека всегда манил космос. Разные поколения людей разгадывали его загадки и покоряли космическое пространство. А теперь космос стал еще ближе. Астероид с прекрасным названием 73351989JE пролетит мимо Земли 27 мая в 17:26 по времени Москвы на расстоянии примерно около 4 миллионов километров, всего-то со скоростью 13 метров в секунду. Это одно из самых ярких во всех смыслах астрономических событий года, а у нас, как всегда, объекты Вселенной. Колдуэлла 68 – эмиссионная отражательная туманность в созвездии Южной Короны. Впервые она была обнаружена Йоханном Фридрихом и Жулиусом Шмидтом в 1861 году. Веероподобная туманность подсвечивается яркими звездами главной последовательности в этом газопылевом комплексе. Колдуэлла 68 расположена в одной из самых близких к нам областей звездообразования в нашей галактике, на расстоянии около 400 световых лет. Высокоскоростные струи материала, летящие от молодых звезд со скоростью до 1 миллиона километров в час, врезаются в окружающий газ и создают ударные волны. Из-за этих процессов газ светится и создает светящиеся дуги и струи вещества, известные как объекты Хербига-Аро. Объекты Хербига-Аро названы в честь астрономов Джорджа Хербига и Гильермо Аро. Вы смотрели «Большой космос». Спасибо за внимание. Увидимся на информационной орбите.
помнишь свой сон? Ты рассказывала, что хочешь увидеть другие планеты. Посмотри вокруг. Все, что ты видишь здесь, тоже раньше кому-то казалось невозможным. Но все возможно. Вот, смотри, самолетик. Возьми. А теперь загадай желание и запусти. И оно обязательно исполнится. И помни, где бы ты ни оказалась, мы в тебя верим. Нет ничего невозможного. Мечтай, у тебя все получится.